Друзья, всем привет! Ну что я вам могу сказать? Каждый день гораздо интереснее, чем прошлый. Но работы почему-то не убавляется. Видите, притащил колесный диск уже на базу. Потому что хочу попримерять рычаги. Видите, также взял с дома титановую болваночку. Ух, палец заплющило. Нельзя сувать руки туда. Вот такой красавчик, друзья. Смотрите, это просто фантастика. Честно говоря, я мечтал о таких дисках. И у меня теперь, ребята, большая радость. Полный комплект. Хоть речь сейчас не об этом, но полный комплект у меня два таких диска. И просто не помню, показывал вам или нет. Есть еще два колесика. Вот такие. То есть полный комплект у нас есть дисков. Ну, колес вы сами знаете, у меня просто нереальное количество. Это лишь малая часть, то есть тут старые. Еще есть два комплекта у меня, есть в том числе и новые комплекты. Короче, рассекать на болиде по-любому будет на чем. И это большая, даже можно сказать, гигантская радость. Потому что шины наши все. Так, ну и ладно, раз уж мелькает в кадре вот эта вещь, сразу озвучу, ребята, это приобретенная на донаты. Не выдержал я все-таки и взял себе компрессор. Правда, он что-то плоховато запускается с моим напряжением. Ну, можно решить этот вопрос дополнительным ресивером. То есть, когда он уже запустится, он нормально работает и не останавливается. Напруги хватает. А вот без ресивера, когда он му-му-му и не включается. Короче, взял компрессор и теперь можно будет турбинки запускать на канале. Потому что тот у меня лег, умер. А теперь вот будет новенький, да еще и более мощный, под более высокое давление, 10 атмосфер, да еще и ресивер на 200 литров хочу сюда дополнительный подпитать. То есть это двухцилиндровый уже агрегат. Все заматываю в стрейч-пленку, потому что очень много пыли сейчас произвожу. Делаю опыл вот этих вот вещей. То есть многие интересовались, а что я буду делать, как я буду исправлять вот эти все недочеты. Ну, во-первых, вы все прекрасно понимаете, что от вот этих вот соплей нужно избавиться обязательно. Этим я как раз таки и занимаюсь, плюс дополнительно обтачиваю, выравниваю поверхность. Сейчас я вам покажу самые красивые рычаги, то есть которые будут устанавливаться спереди, сверху. Им я уделил больше всего внимания и при намотке, и при обработке. Ну, обработку здесь я тоже хорошо делаю. А вот при намотке, пока я познал дзен, пока набрался опыта, первые детали были вот такого плана. Видите, немножко кривенькая поверхность. Но, как оказалось, все это дело решается. Тут буквально один слой карбона я всего лишь протираю. А так как у меня здесь с огромным запасом, да еще и мы испытаем на прочность тестовый образец, то я думаю, все будет нормально, и мы хотя бы будем знать, сколько тонн эта труба на сжатие или на растяжение, или на изгиб выдерживает. Работы просто нереальное количество. Сижу возле мусорника и вот этой вот ротационной машинкой обтачиваю рычаги. Готовые штуки пакую стрейчем, опять же, чтобы не запылялись. Просто вот обратите внимание, что происходит. Видите, а здесь я недавно мыл, точнее вот сегодня мыл я пол перед этим действием. И вот смотрите, сколько карбоновой пыли образовалось. Сижу весь в амуниции, в очках и маске и работаю работу. В результате чего сейчас я вам покажу, что получается. И еще, опять же, хочется чем-то дополнительно обработать, чтобы вообще огонь был. Вы сейчас, я думаю, и сами поймете, насколько это огонь, а может быть еще круче. Распакую для вас уже готовое изделие. Блин, вообще ничего не весит. Не хочется даже руками залапывать, потому что оно обезжирено, ибо работаю в перчатках. То есть я не наношу никакой жир. Думаю, буду лаком покрывать. Правда, не знаю каким. Можно было бы, конечно, саму эпоксидку использовать, но и только тонкий слой можно нанести. Толстый почему-то у меня скатывается. То есть поверхность какая-то несмачиваемая получается. Хотя вот сейчас она очень матовая. Может быть, в данном случае и будет прилипать. Ну вот, смотрите, друзья. Вот крупный план. Смотрим, что у нас получается. Поверхность уже обработанная. Блин, просто глаз не оторвать, если честно. Это просто фантастика.
Создается эффект небольшой кривизны из-за того, что волокна все-таки неровно здесь лежат. Они вот так волнами гуляют. На самом деле трубки довольно-таки ровные. Также смотрите, что у нас в местах сочленений. Убрал все излишки карбончика и смолы. Вот, обрабатываю тут разными способами, в том числе и скотч-брайтом. Ну, получается аккуратненько. Также с другой стороны, где вкручивается ШС, и все аккуратно, все красиво, все хорошо. Толщину вот здесь практически не уменьшил, может быть на полмиллиметра. Слой карбона наружный я также не тронул. То есть все, что я зашкуривал, все получается было поверхностное. Ну, может быть 50% я стер верхнего слоя карбона. Здесь с запасом, так же как я уже говорил, мы все-таки будем проводить какие-то испытания, чтобы понять, выдержит, не выдержит. Опять же, верхние рычаги, друзья, я сделал немножечко полегче и немножечко потоньше здесь все, потому что они меньшую нагрузку испытывают. У них и ШСы менее жесткие, зачем тогда их делать мощные, тяжелые. Та трубка, которая была самая кривая, выглядит сейчас вот так. Я ее обточил до более-менее ровного состояния. Здесь где-то 2-3 слоя я зацепил. Не буду скрывать. Но как минимум остается еще 9 слоев, а это выдерживает около 7 тонн. Так что должно хватить, вот конкретно этот рычажок, он меньшую нагрузку несет, потому что он влияет на схождение задних колес. Основную нагрузку несет задний рычаг, естественно. Вот видите, просветик какой. Ну, в принципе, ровно. Пойдет. На обработку каждого рычага уходит около 2-2,5 часов работы. И чем он более ранней версии, то есть чем я впервые его делал, тем время будет увеличиваться. Так что расслабляться, друзья, нельзя. Если мы хотим, чтобы видео выходили часто, то мне лениться вообще нельзя. Надо очень много трудиться, очень много работать, все обтачивать. Потому что кто потом за меня будет эти мелочи доделывать? Я бы, конечно, мог бы сейчас все бросить, типа рычаги готовые, но потом накопились бы все эти мелочи, и мне все равно пришлось бы делать мега какой-то перерыв. А так я лучше за счет скорости сделаю как можно быстрее, все вам покажу и расскажу. Шлифую в основном 220-ми, потом прохожу 320-ми, а потом уже скотч-брайтом дорабатываю, и все получается хорошо. Если грубые неровности, то 150-кой хорошо идет, хорошо обрабатывается. Видите, опять же, сколько этой пыли сыпется. Но она в основном разлетается, потому что выдувает ее вот сюда и в разные стороны. Она не задерживается, эта пыль. Она здесь вся, вот она родимая, вся по мастерской разлетелась. По-моему, так и не рассказал, зачем же я вот этот колесный диск вместе с кулаком притащил. Хочу сделать примерку, ребята. И опять же выточить вот эти мелкие паскудные детали. То есть вот здесь в середине должны быть дистанционные шайбы. Нужно опять же подобрать болты и посмотреть, хватает ли здесь ходов. Такое чувство, что впритык. Ну, что-то всегда можно доработать, расширить. Кстати, если чуть дальше уже вот все мега хватает. Для этого же я притащил и титановый пруточек. То есть с него и буду точить эти самые шайбы. Работа сегодня скрупулезная, долгая, нудная. Ну куда деваться, друзья, чем больше страданий переживаешь за единицу времени, тем быстрее двигается проект. Хотелось бы двигать его очень быстро, потому что хочется переключиться на работу с монококом. Ой, там вообще, наверное, работы просто капец. Вот, ну а здесь наш драгоценный тестовый образец. Надо будет обточить его, уже начал. А потом надо будет его дополимеризировать, потому что, ну, хочется побыстрее испытания провести. Рычаги-то через год примерно, они уж точно покрепчают, без даже дополнительной до постполимеризации при температуре. А вот эту штуку надо бы будет поднагреть. Ну, сначала решил обточить. Обтачивается, как вы понимаете, очень хорошо, легко и просто. Здесь я не жалею карбон, а обтачиваю, чтобы опять же создать какие-то такие более плохие для этого образца условия. Вот так идет процесс. Да и плюс нужна цилиндрическая поверхность, ибо буду зажимать в токарный патрон. Надо будет, конечно, внутрь кусочек прутка вставлять,
чтобы патрон не сжал карбон. С обратной стороны отрезал отрезным кусочек, чтобы подпереть центром. Ну вот обратите внимание, даже на таком коротком промежутке, видите, тут буквально пару сантиметров, практически нет никаких пустот. Видите, немножко вот тут есть, но в середине там по-любому ничего такого не будет. Это 100%. Это при том, что я наматывал тестовый образец так, на таком расслабоне. Вот, ну специально, чтобы он был менее качественный. Потому что мало ли, где я там мог ошибиться немножко, там что-то не домотать, что-то там запузырить и так далее. Ну, то есть вот сделал, чтобы этот гарантированно слабее всех рычагов был. Но толщина вот здесь на конце эпичная, это чтобы не разлущилась. Конец надо прочный, чтобы был. И да, ребята, очень хочется поблагодарить вас за донаты. Вы меня услышали. Я вас тоже очень услышал хорошо и понял, что все-таки стоит стремиться выпускать почаще видео. Я, ребята, если честно, очень сильно стараюсь. Седлушкой тоже занимаюсь, причем занимаюсь в свободное от работы время. Видите, решил зашпаклевать все кратеры. Оказалось, что довольно-таки много кратеров здесь. Ну, плохо формовать, когда внутри выкладываешь. Плюс хочется здесь наложить бурты. Потому что вот эта вся длина не будет использоваться, где-то здесь будет прерываться. И надо такой буртик проложить, чтобы ногам не больно было, чтобы не резало там ничего. Вот. Хотя делают и ровное, потому что ноги немножко согнуты в коленах, чуть приподняты должны быть. Но хочется бурт все-таки заложить, а то срежет ноги, будет неприкольно. Вот буквально стараюсь чисто одни поры зашпаклевывать. Потом буду, естественно, обрабатывать, опять же, обтачивать. Ну, а потом все-таки мы будем клеить это дело, ребята. Седлушка должна получиться очень красивая. Хотелось бы сделать нагрубо хотя бы все за день, но спина уже вообще... Хочу нагрубо для начала отшлифовать. В принципе, неплохо получаются даже страшные детали. Но спина, ребята, спина похоже, пошла куда-то гуглить. Как ей выжить в этом теле, потому что, ну, вообще, я не знаю. Насколько меня хватит, непонятно. Зарядил наш тестовый образец в печку, буду дополимеризовывать ее. Его точнее. Ну так, на ощупь градусов 50. Можно немножечко добавить, чуть неправильно показывает здесь. Вот, еще чуть-чуть подогреем. Теперь пару слов о смоле. Называется она Sika CH80-1. Это универсальная эпоксидная смола. Для открытого контактного формования, вакуумирования, намотки утверждается при комнатной температуре или незначительном нагревании. Незначительном это до 75 градусов. Потому что у нее именно термостойкость 75 градусов. Но можно, по идее, немножко больше нагреть. А деталь хоть и в печи лежит и уже довольно-таки сильно нагрелась, но никакого размягчения не наблюдается. О, вот уже чувствуется, градусов 60 есть. Уже рука вообще не терпит. Вот так пусть и лежит, греется. Ох, друзья, вы себе даже не представляете, сколько сил было потрачено на обточку всех этих рычагов. Это просто жесть. Просто выбиваю тут из себя пыль. Смотрите, какая боль. Вся мастерская в грязи теперь. Вся, абсолютно вся. Даже, смотрите, были праведные у меня начала. Я в чистый судочек сложил все свои наждачки, там, ну, всякое разное, пытаюсь в чистоте держать. И вот смотрите, сколько сюда уже насыпалось. Вот, видите? Все, теперь это все грязь. Здесь, смотрите, на полу. Причем это угольная пыль, ее не так-то просто еще вычистить, вымыть будет. Ну, можно только представить по количеству потраченных перчаток. Сколько я здесь сидел и обтачивал. И по количеству, в принципе, кружочков тоже. Ну, кружочки здесь не особо сильно отлетают, поэтому довольно долго можно ими работать.
Все, ребята, хорошие новости. Сейчас нам нужно взять, обтереть их тряпочками. И я принял стратегически важное решение. Вот оно здесь уже испытывается. Покрасить лаком. Не знаю, как оно будет, но надеюсь, будет все нормально. По крайней мере, на данном этапе мне все нравится, как выглядит. Может, лак, конечно, не обсох полностью, но это гораздо лучше, чем просто матовый черный цвет. Покрашу вот этим лаком полиуретановым, лак для металла. Надеюсь, будет хорошо держаться. Почему надеюсь? Потому что карбон он пористый, и по идее все должно будет прилипнуть идеально. Ну а там посмотрим. Некогда, друзья, проводить мега там длительные эксперименты. Надо работать, надо строить болид. А сейчас надо произвести минимальную уборочку, хотя бы все подмести, и можно красить рычаги. Да, ну еще хочется показать, чем я дышал раньше и чем я сейчас не дышу, потому что пользуюсь респиратором. Вот это был новый фильтр. Вот это да, он даже на обратную сторону проникает. Какой-то он не сильно белый с обратной стороны. Надеялся, что все задерживает. А так по факту получается дышал я немножко пылью. Но не так, как раньше, хотя бы уже радует. А угольная пыль везде, везде в мастерской. Столько здесь поверхностей, куда она может осесть. И что с этим делать, как держать мастерскую в обеспыленном помещении, я даже себе не представляю. Это, по-моему, нереально. Мастерская все больше, поверхностей все больше. А пыль все та же и даже круче становится. Видите, даже через фильтра триэмовские проникает. Вот я только небольшую часть стола протер. Вот этот кусок, и вот оно как. Очень тонким слоем наношу лак. Нам лишний вес не нужен. Не знаю, как он будет держаться, правда, но посмотрим. Вот что, друзья мои, у нас получается. А получается у нас что? Да, по-моему, какая-то нереальная роскошь просто у нас получается. Все, как вы хотели, все рычаги обработал. Теперь они в идеале, можно сказать, еще и поблескивают лаком. На мой взгляд, это просто концентрат какой-то нереальной роскоши. Правда, ребята, здесь еще и концентрат каких-то нереальных испарений от лака. Поэтому, наверное, ничего мы сегодня больше делать не будем. Надо валить домой. Пусть все это дело застывает, засыхает. Вообще, конечно, надо хорошенечко выдержать этот лак, потому что он довольно-таки долго сохнет. Я очень доволен результатом. Ставьте лайк, как вы, довольны, недовольны. В следующем видеоролике уже, наверное, будем подсобирать все эти колеса наши и смотреть, что получается. А возможно, следующий ролик будет вообще на отвлеченную тему. Так что, кому интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Уф, какая же это все-таки роскошь. Уф.